Приветствую всех на канале Китайфак. Сегодня сделаем сравнительный обзор двух топовых 4D лазерных уровней с зеленым лучом. Это Hyupar S04CG и Fukuda MW94D 4GX. На сегодняшний день это два самых крутых 4D лазерных уровня. Давайте посмотрим их отличия. Но прежде чем мы перейдем к сравнению, минутка рекламы. DLT Buy. Компания занимается комплексными поставками различного инструмента и строительного оборудования. Как можете видеть, помимо лазерных нивелиров есть большие плиткорезы ручные, также есть плиткорезы электрические, инструменты для укладки плитки, шлифовальные машины для стен, потолков и пола, окрасочные аппараты, штукатурные станции, шпаклевочные станции, установки алмазного сверления, монтажные пистолеты, миксеры, строительные пылесосы, соответственно лазерные дальномеры, тепловизоры и пирометры, аккумуляторные инструмент. Компания занимается прямыми поставками из Китая с различных заводов, поэтому имеет конкурентоспособную цену. И несмотря на то, что компания находится в Белоруссии, она также отправляет в Россию и Казахстан совершенно бесплатно. Да, друзья, что касается непосредственно лазерных нивелиров, здесь их огромное количество, от простых линейных до 4D лазерных уровней с 4 плоскостями по 360 градусов. Все приборы проходят повторную проверку на точность и работоспособность. Для вашего удобства цены указаны в разных валютах. Допустим, если покупаете из России, нажимаете в рубли и все цены переводятся в рубли. Ссылку на магазин оставлю под видео, поэтому переходите и смотрите. Итак, приходят оба нивелира вот в таких пластиковых кейсах. Размер у них практически одинаковый. Ну и в принципе по качеству пластика они сильно не отличаются. Я бы сказал, это равнозначные кейсы. Как по качеству исполнения, так и по качеству материалов. Пластиковые защелки, что у Hyupar, что у Fukuda. У Hyupar вот такие пластиковые петли снизу. У Fukuda также пластиковые петли. То есть ничего незаурядного в этих кейсах нет. Внутри кейсы также очень похожи, сделаны из одинакового материала, сверху вот такой фигурный поролон, и где вырезаны ячейки, сделаны из пенного полиуретана. Ячейки вырезаны у обоих очень аккуратно, все очень четко, опять же никаких отличий нет. И давайте перейдем к комплекту. На сегодняшний день Hyupar S04CG стоит в районе 14 400 рублей. Fukuda MW94D 4GX стоит в районе 9600 рублей. Разница довольно большая, около 5000 рублей. Давайте посмотрим, что на эту разницу мы получаем, какие отличия. Итак, у Fukuda есть поворотная база, у Hyupar такой поворотной базы нет. Настенное магнитное крепление, такое же крепление есть у Hyupar. Далее пульт у Fukuda выглядит таким образом. Он на батарейках, переключаются все плоскости. Ничего особенного тоже в нем нет, обычный стандартный пульт. У Hyupar пульт немножко другой, он уже соединяется по Bluetooth, так как у Hyupar есть Bluetooth. И в принципе все то же самое, вертикали и горизонтали. Можно включить режим работы с приемником и выключить все плоскости разом, либо включить. Эти две кнопки не задействованы, они где-то будут применяться в других приборах, в новых. Но это по высказыванию продавца. Также у Fukuda есть в комплекте вот такой переходник с 5/8 на 1/4 дюйма. Аккумуляторы у Fukuda и у Hyupar отличаются. У Hyupar старая модель аккумулятора 7,4 вольта на 2600 мАч. У Fukuda модель поновее 3,7 вольта 4000 мАч. И аккумулятор этот можно заряжать отдельно от сети. При зарядке здесь будет мигать синий диод. Когда он полностью зарядится, то диод станет гореть постоянно. Этот же аккумулятор у Hyupar заряжается исключительно в приборе. У Hyupar такая зарядка, стандартная вилка USB-шная и провод USB и USB Type-C. По большому счету у Fukuda провод такой же, USB Type-C, но вилка идет уже вот с таким переходником. Также USB-шная вилка. Да, и сразу тут скажу, что Fukuda работает только от аккумулятора. Причем аккумулятор этот нужно заряжать отдельно от прибора. Так в приборе никакого гнезда нет, то есть от сети поработать с ним не получится. Единственный вариант, то что аккумулятор сзади стоит вот таким образом за крышкой. И если в крышке только высверлить какое-то отверстие и через это отверстие сразу подключать аккумулятор и работать. Но это как вариант. А так работа от сети у него не предусмотрена. И по сути от простых батареек он тоже работать не сможет. У Hyupar в этом плане, конечно, максимальная вариативность питания, то есть он может работать от аккумулятора. Также в комплекте есть специальный переходной бокс, куда вставляются 4 пальчиковые батарейки и вставляете в прибор и также работаете. И плюс ко всему, на самом приборе также есть гнездо USB Type-C для зарядки аккумулятора и для работы от сети. То есть получается, что прибор работает от аккумулятора, от простых батареек и от сети. Fukuda работает только от аккумулятора. Для бесперебойной работы здесь как воздух нужен просто второй аккумулятор. Это первое большое отличие.
Далее у обоих нивелиров есть подъемные площадки механические, но они практически идентичны, только по размеру у Хьюпара она чуть побольше, подлиннее. У обоих нивелиров есть такие металлические пластины, это от Фукуды с 4 отверстиями под саморезы, и здесь 2. И вот такая пластина от Хьюпара. 2 отверстия для саморезов здесь и 2 отверстия здесь. Но в принципе большого отличия в них нет. Это чтобы крепить вот эти магнитные настенные крепления. Также у Фукуды в комплекте есть 2 вот таких переходника, они используются для захвата за голову нивелира, вот этот покороче. Опять же используется для вот этого настенного крепления. И пошире зажим используется для захвата основания прибора. Для установки на тоже поворотное основание или фотоштатив или что-то другое. И у Хьюпара есть еще вот такая магнитная мишенька. То есть она с магнитом сверху и с такой выдвижной ножкой, чтобы ставить на пол. На самом деле удобная вещь. Вот в принципе такие комплекты. Здесь получается у Фукуды больше на целую поворотную базу. Ну по сути, если сравнивать поворотную базу либо мишеньку, то скорее всего я бы тоже взял поворотную базу, чем мишень. Мишень можно докупить, она стоит недорого. Если рассматривать поближе универсальные настенные крепления, функцию они выполняют одну и ту же, но здесь есть также небольшие отличия. К примеру, расположение магнитов. У Фукуды здесь 4 неодимовых магнита, у Хьюпара 2. Но надо сказать, что в разных ситуациях такое расположение будет по-разному удобно. Если какая-то большая поверхность, ну, к примеру, та же пластина из комплекта, то на 4 неодимовых магнита это крепление будет, конечно, крепиться намного мощнее. Это крепление также отлично крепится на магнитную пластину, но опять же, если потребуется примагнититься к какой-то узкой поверхности, ну, к примеру, трубе, то это крепление уже так не примагнитится хорошо. А как раз такое расположение магнитов в одну линию в этой ситуации подойдет лучше. Еще небольшое отличие в креплениях, то что у Хьюпара его можно закрепить на саморез. У Фукуды такого ушка под саморез нет. У обоих на стреле есть пузырьковый уровень. У Хьюпара голова нивелира крепится сюда. У Фукуды, как я и говорил ранее, нужно сначала прикрепить вот этот переходник, а потом уже захватить за голову нивелир. В остальном все то же самое. То есть одна крутилка поднимает, опускает стрелу. Все это смотрите по пузырьковому уровню. Эта крутилка передвигает эту платформу по стреле. Эта крутилка вращает платформу вокруг своей оси. И здесь 2 больших кнопки. Это для быстрого перемещения по стреле. Это маленькая подводка. У Хьюпара крутилок чуть побольше, но принцип тот же самый. Это поворачивает платформу вокруг своей оси. Вот эта двойная крутилка с этой и с этой стороны перемещает платформу вправо-влево. Но, кстати, вот такого перемещения у крепления Фукуды нет. Эта крутилка перемещает платформу по стреле. Также кнопка есть для быстрого перемещения. Ну и, соответственно, эта крутилка опускает, поднимает стрелу вверх. Крепления очень похожи, но, тем не менее, некоторые отличия у них есть. Сами приборы сделаны очень хорошо, тут придраться не к чему, что материалы, что качество сборки отличное у обоих. Друзья, я повторяться не буду, разбирать приборы сегодня я не буду, потому что это все есть в обзорах этих лазерных уровней. Разборку Фукуды можете посмотреть в видео, где я сравниваю 4 лазерных уровня с 4 плоскостями. Посмотрите там, какой внутри компенсатор и как он сделан. Если говорить про башни, то у Хьюпара они металлические. У Фукуды вот эти маленькие башни, они пластиковые. Металлическая у него только одна, вот эта здоровая снизу. А у Хьюпара наоборот, вот эти 3 башни металлические, такие мощные. А нижняя башня в виде лапы, она пластиковая. Что касается лазерных излучателей, то это все по заявлению продавца. У Хьюпара стоят Osram, вот выглядит таким образом, сделано очень аккуратно. У Фукуды стоят японские Sharp. Ну, сегодня проверим толщину линии на разных расстояниях и посмотрим, есть ли какие отличия. У обоих стоят хорошие LD излучатели, не кристаллические, поэтому, думаю, отличия будут не такие большие. У Фукуды панель управления выглядит таким образом. Есть 6 индикаторов, 4 снизу это ступенчатые индикаторы разряда батарей. У Fireco уже будет все показываться на экране, состояние батареи и прочие включенные функции. У Фукуды все аналоговое. Снизу обоих приборов только одна резьба, 1/4 дюйма. Вот у Хьюпара она одна, у Фукуды их 2. Вот здесь 2 отверстия. Но находятся они по углам. Это в принципе не так удобно. Но опять же ничего страшного. Как помните, в комплекте есть зажим. То есть можно зажать прибор посередине. Он отлично фиксируется и ставите на любой штатив, либо любой другой аксессуар. У Фукуды также сверху есть пузырьковый уровень, аналоговый. У Хьюпара в этом случае встроенный инклиметр.
с двумя осями. Вот как можете видеть, ось Y и ось X. То есть он показывает наклон по двум осям. Ну, согласитесь, это намного круче. Причем этот инклиметр очень легко калибруется. Устанавливаете прибор на ровную поверхность, зажимаете кнопку V буквально на 10 секунд, и у вас показание обнуляется. Это делать не обязательно с заблокированным компенсатором. Ну, как удобно, можно и с разблокированным компенсатором. То есть включили, поставили на ровную поверхность, проверенную, зажали кнопку V до сброса, и все, инклиметр у вас откалиброван. Это очень здорово. Оба прибора имеют одинаковую защиту от пыли и влаги IP54, но башни крепятся у них по-разному. Сейчас чуть попозже я откручу и покажу вам, как устроено крепление башен. Что касается разборки, то, конечно, Fukuda разбирается намного проще. Чтобы разобрать HuPar, нужно потихонечку отклеить вот этот экранчик. Он снимается, ничего страшного, но тем не менее просто есть опасность его повредить. Внутри у Fukuda пластиковые опоры компенсатора, у HuPar внутри все металлическое. Весь скелет, на котором держится компенсатор, установлен на металлических опорах. Но повторюсь, разбирать я сегодня не буду, все это есть в обзорах, переходите, смотрите. Принцип настройки у обоих приборов также одинаков, но на мой взгляд HuPar настраивается чуть полегче. Про настройку также смотрите в обзорах. Так, вот я снял башни. Башня у Fukuda имеет вот такую тоненькую прокладочку с такими маленькими ребрами. Ну, то есть представляете, как она прилегает. И у HuPar вот такая толстая прокладка, она еще вставляется такой некий паз на самом приборе. То есть здесь защита реально намного больше, именно башен. У Fukuda прокладка получается только одна, вот эта прилегающая к корпусу. Второй прокладки у стекла к верхней крышке башни ее нет, там просто стекло как будто как вклеено. У HuPar получается двойная резинка, что сверху, что снизу. И здесь, видите, также еще сделана такая ступенька. В этом плане исполнение у HuPar намного лучше. Ну еще, если хотите посмотреть на модули поближе, то вот у HuPar они выглядят таким образом. Если видите, там есть маркировка, и у Fukuda лазерный модуль выглядит таким образом. Там тоже у него есть маркировка. Не знаю, будет вам видно или нет, но вот она там виднеется. Так, теперь давайте быстренько пробежимся по функционалу. Функционал у них по большому счету одинаковый. Это 4 плоскости по 360 градусов. Есть режим работы с приемником у обоих нивелиров. И также есть режим работы с заблокированным компенсатором. Для включения у Fukuda нужно зажать кнопку лазер на 3-4 секунды и загорится сразу нижний горизонт. Компенсатор заблокирован, можете размечать что-то под наклоном. У HuPar нужно зажать кнопку посередине, и также он включится с режимом заблокированного компенсатора. Ну, друзья, опять же, давайте я не буду сейчас повторяться и посмотрим только отличия, так как это все в принципе есть подробно в обзорах этих лазерных уровней. Есть такое отличие, у Fukuda нельзя включать плоскости все по отдельности, именно с прибора, это его минус. То есть вот вы включаете уровень, у вас сразу загорается нижний горизонт, нажимаете на кнопку одна вертикаль, две вертикали и нижний горизонт, 2 вертикали и верхний горизонт, все вместе, все 4 плоскости, и сразу опять на нижний горизонт переходит. То есть если нужно делать что-то максимально близко к потолку, ну, к примеру, натягивать тот же натяжной потолок, то верхний горизонт включить нельзя, он будет гореть с двумя вертикалями. Согласитесь, это не очень удобно, и это сделать можно только с пульта. То есть эта кнопка отвечает за включение этой вертикали, эта кнопка за включение второй вертикали отвечает. Замочек отвечает за переход в режим работы с приемником. Линия, видите, начинает гореть чуть тусклее, в котором приемник улавливает лазерный луч и показывает вам индикаторами ниже, выше и середина, где проходит линия. Это для того, чтобы работать на улице при дневном освещении, когда лазерного луча не видно. Используется этот режим. И кнопка с квадратом как раз отвечает за отдельное переключение горизонталей. То есть здесь его можно включать уже отдельно, какой хотите. То есть с пульта уже можно включать все плоскости по отдельности. Но с самого прибора этого сделать нельзя. У HuPar же наоборот. Что с прибора, что с пульта можно все переключать по отдельности. Кнопка H, соответственно, отвечает за горизонты. Выбираете, либо отключаете вовсе. Кнопка V также отвечает за выбор любой вертикали. Но я считаю, это самый удобный вариант. Самых два главных отличия — это то, что у HuPar есть экран, на котором показывается угол наклона корпуса по оси X и по оси Y. Вы можете выставлять любой угол, который вам заблагорассудится в каких-либо нестандартных ситуациях, где нужно задать какой-то угол. Согласитесь, это очень удобно. То есть, если нужно 30 градусов выставить, выставляете 30 градусов по оси X, 45 и так далее. Здесь такого нет. И второе большое отличие — это то, что у HuPar есть Bluetooth, через который он также управляется с помощью пульта. И также можно скачать приложение в телефон и управлять этим прибором с телефона. По сути, это второй пульт. Все, в остальном функционал у них очень схож.
Также есть у них отличия в точности. Huepar в этом плане чуть поточнее. Погрешность у него составляет плюс-минус 0,2 мм на 1 метр, ну или плюс-минус 2 мм на 10 метров. У Fukuda погрешность составляет плюс-минус 0,3 мм на метр. Есть еще одно немаловажное отличие для тех, кто занимается напольными покрытиями, укладкой плитки на пол, то скорее всего для вас это будет важно, это расположение нижнего горизонта. То есть у Huepar нижний горизонт располагается на расстоянии 1,5 см от пола. Даже сейчас можете видеть, что у Fukuda горизонт нижний идет намного ниже, почти в половину, на расстоянии 9 мм от пола. Ну и еще немного сухих данных из этой же серии. От нижнего горизонта до потолка у Huepar 12,6 см, у Fukuda 12,7 см. Разница совсем незначительная. От верхнего горизонта до потолка у Huepar 1,1 см, у Fukuda 0,9 см. То есть разница есть в 0,2 см, но это все видите из-за толщины башни. У Huepar она намного толще, чем у Fukuda. И расстояние от верхнего горизонта до пола у Huepar 13 см, у Fukuda 12,7 см. Но в принципе разница также не критична. Да, все эти значения можете посмотреть на сайте laserlevel.ru. Если на слух не воспринимается, ссылку оставлю в правом верхнем углу. Переходите, смотрите. Так, и давайте теперь сравним толщину и яркость линий на разных расстояниях. Итак, на 1 метре сверху Huepar, и здесь верхний и нижний горизонт также от Huepar, Fukuda и Fukuda. Визуально кажется, что Huepar чуть поярче, но он чуть потолще. Толщина немного больше 1 мм. У Fireco линия потоньше, в районе 1 мм, что верхний, что нижний горизонт. Вертикаль от Fukuda, вот идет слева, также чуть потоньше, чем вертикаль от Huepar. Что горизонты, что вертикали у этих приборов по толщине и по яркости одинаковы, а между собой немножко отличаются. Давайте посмотрим на 5 метрах. На 5 метрах ситуация следующая. Huepar верхний горизонт, нижний горизонт. Толщина у них одинаковая, в районе миллиметра. Верхний горизонт у Fukuda, он чуть потусклее, и нижний горизонт у Fukuda, он такой же яркости, как у Huepar. Вертикали одинаковой толщины и одинаковой яркости. Да, изменение интенсивности яркости по всему периметру у конусных призм всегда меняется. То есть вы не удивляйтесь, это касается абсолютно всех лазерных уровней с конусными призмами любого производителя, неважно, хоть за 100 тысяч, хоть за 5 тысяч. То есть у вас одна сторона все равно будет самая яркая, и какая-то из сторон будет самая тусклая. Это вполне нормально. И на 10 метрах линии отличные в обоих. Сверху Huepar, это нижний горизонт Huepar, Fukuda и Fukuda нижний горизонт. Верхний горизонт, как видите, чуть потусклее. По толщине линии все в районе 2 мм. Вертикали так же, как и горизонты. Отличий никаких нет. Как можете заметить, есть некие мелкие колебания. Опять же, я об этом много раз говорил. Это встречается у всех лазерных уровней с маятниковым компенсатором на магнитных демпферах. То есть нестабильное магнитное поле чуть-чуть пошатывает маятник, и это все передается соответственно на линии. И вот такие появляются микропокачивания. У кого-то встречаются очень сильные, у кого-то меньше, у кого-то совсем чуть-чуть. Тут как повезет. От бренда это тоже никак не зависит. Такой эффект полностью отсутствует только у лазерных уровней с электронным компенсатором. Ну, к примеру, как Huepar DT03CG. Его обзор есть на канале, также можете посмотреть. Там уже компенсатор на сервоприводах с моторчиками шаговыми. И получается так, что компенсатор постоянно зажат и колебаться у него нет возможности. Поэтому линия там стоит статично и не дергается, даже при малейших вибрациях. Здесь же на маятник передаются любые мельчайшие вибрации. Итак, что в итоге? Но могу однозначно сказать, на сегодняшний день это абсолютно точно два топовых прибора. Ждем еще, конечно, 4D от Fireco. Если он наконец-то выйдет, то посмотрим и сравним. Возможно, там будет что-то еще интересней. Но это далеко не факт. Что я могу сказать? Оба прибора мне очень нравятся. Давайте еще раз пробежимся кратенько по различиям. То есть основные отличия Fukuda от Huepar — это то, что нижний горизонт у него ближе к полу, причем намного, всего 0,9 см. И в комплекте уже есть поворотная база. И, конечно же, его цена. Он дешевле на 5000 рублей. Вот, в принципе, все положительные отличия Fukuda от Huepar. Теперь, что мы получаем за 5 дополнительных тысяч в цене у Huepar S04CG? То есть, переплачивая 5000, мы дополнительно получаем Bluetooth, с помощью которого уже можно управлять прибором с телефона, дополнительно к пульту. Встроенный инклинометр, который отображает угол наклона корпуса по двум осям, по оси X и по оси Y. Получаем полноценный
полноценный ЖК-дисплей, на котором отображаются все действия, которые выполняются с прибором, вплоть до состояния батареи. Грубо говоря, как на телефоне показывается уменьшение заряда батареи. Потом мы получаем максимальную вариативность питания от батареек, от аккумулятора и от сети. Более высокую точность, плюс-минус 2 мм на 10 метров. Также получаем металлический внутренний скелет, на котором держится вся система компенсирования. Ну и как заключение, плюс ко всему, у Hypar идут металлические башни с двумя мощными резиновыми прокладками. Вот в принципе и все. Не знаю, стоит за это переплачивать 5000 рублей или не стоит, решать, конечно же, вам. Если деньги есть, то я думаю, стоит. Но опять же, если тратиться особо не хочется, но хочется купить качественный 4D лазерный уровень, то в принципе рассматривайте Fukuda 4D, также отличный вариант. Вам он точно понравится, я вас уверяю. На этом все. Если видео было полезным, обязательно ставьте палец вверх. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, на YouTube канал. Да, и конечно же, пишите в комментариях, какой из этих лазерных уровней выбрали бы вы. Я с вами прощаюсь, всем добра, пока-пока.